Приветствую вас всех неравнодушных к моей технологии, да, реактивной тяги в каминах и мангалах под названием двойной зуб, которую я запатентовал. И сейчас я вам в этом видео расскажу, как я получал патент, что такое вообще патент, и расскажу, как я пришел к этой технологии, да, к реактивной тяге двойной зуб, откуда я его взял, как я его разрабатывал. Погнали. Ну и пока буду вам рассказывать, проведем такой вот тест небольшой. Это вот мой барбекю комплекс, печечка под казан, мангальчик, ну и помпейская печка. Здесь у меня столешница из гранита, так что все здесь моечка. Такие карнизики здесь наделаны, всякие полочки удобные. Здесь вот карниз из гранита. Здесь все гранитом отделано. Плита чугунная, вытяжка. Здесь у меня свет, электровертел. Вот сюда устанавливаются решетки чугунные, решетки из нержавейки. Ну, в общем, съемочная студия у меня здесь находится. Все вместе. И по поводу того, что двойной зуб, да, вот, не думал я, что затронет эта тема печников, что так столько будет неравнодушных. Я не тех людей, не последователей имею в виду, да, последователи, они приняли эту технологию, собирают барбекю комплексы, собирают, у них успешно получается с первого ряда, с первого раза все собрать. Видите, здесь чистый кирпич, уже почти 3 года я пользуюсь барбекю комплексом. Ну, по-моему, говорить о том, что двойной зуб работает, уже смысла нету, потому что много я уже рассказывал про его работу. Сейчас речь идет о споре. Вот, особенно есть такие печники ревнивые, которые обзывают меня лжецом, вором. Да, так прямо и пишут, что я украл, что я, значит, где-то подсмотрел что-то. Я вам скажу так, что эта технология, ну, в основу вообще двойного зуба была взята разработка Росина. То есть я увидел газодинамика, такая статья была, и там исследование Росина. Он проводил, значит, эксперименты с первым зубом. Первый зуб он сделал для того, чтобы ламинарный поток был, и весь поток уходил в трубу. Ну, за первым зубом дальше турбулентный поток был. Ну, его задача была просто проверить, как работает зуб вообще в камине. Он увидел, что зуб притягивает к себе все потоки эти, дым ведет себя более стабильно, а то, что за перевалом, да, за порталом, выше портала, уже его так не волновало. То есть здесь главное было у него: поток поднимался, сюда заходил, а там уже вот так вот он закручивался и уходил в трубу. Вот, я, когда собирал первые камины, мангалы, это уже, не помню уже и сколько лет назад это было, друзья, ну, уже больше 10 лет, наверное. Я столкнулся с тем, что они дымят, нестабильное горение, то есть нестабильно ведет себя дым. Тогда я уже начал экспериментировать, делать наклон, эксперименты проводить с наклоном первого зуба. Вот увидел эффект Куанда, что притягиваются потоки газа и жидкости к поверхности, да, к плоскости наклонной. И я понял, что если первый зуб у нас притягивает все дымовые газы, то после первого зуба вот эта горизонтальная полка создает турбулентность. Если ее продолжить, да, вот так вверх, то не будет закручиваться, не будет сажа там выпадать. Будет постоянно ламинарный поток прямо в трубу. И в трубе он уже будет выходить на улицу. Не труба сосет этот весь дым,
а холодный воздух засасывается, ну, заталкивает горячий воздух в трубу. То есть вот так процессы горения. Этот эффект и называют тягой. Вы поняли, да? Огонь нагревает воздух, он здесь расширяется, а более плотный воздух, который в помещении находится, более холодный, его туда заталкивает. И чем горячее воздух в камине, тем сильнее весь этот эффект и получается. После того, как я приехал на Вече в Нижний Новгород, ну, все это знают, ну, кто не знает, да, я был на Вече, в Нижний Новгород приезжал, читал там доклад, презентацию показывал, все, ну, никто там не нажимал мне кнопочки на эту презентацию, но это не важно. Я, в общем, рассказал о том, с чего я начал, как я сделал этот зуб и как я его продвигаю, и сколько тысяч людей уже по всему миру собирают по моей технологии, по видеороликам, и у всех все получается, все довольны. В общем, вызвало это неадекватную реакцию. Понимаете, двойной зуб — это как тюнинг дополнительный, как аэродинамический спойлер. Я не говорю, что... Знакомы со статьей Кошева «Аэродинамика камня». Почему вы вступили в противоречие сейчас этой статьи? Я первый раз ее слышу, во-первых. Я вам сказал, что я изучал аэродинамику недосконально. И на диплом, и на защиту каких-то там вещей не претендую. У меня такой вопрос, вот, я не до конца понял. Вот вы говорите о том, что надо, чтобы было выше портала. Да. Ну, желательно. Обычный зуб, один зуб, когда он также делается выше портала, там есть какие-то нормативы простейшие. То есть, если вы делаете ниже, то по-любому будет выбивать. Второй момент. Вот про 4 сантиметра плоскую поверхность. Я никогда не зарезаю обратный зуб. Ну, обратную стену заужения домоотворника. Всегда делаю ступеньками и всегда 4 сантиметра. Да. Проблем никаких нет. То есть, вы как бы придумываете геморрой там, где все решено, блин. Вопрос в чем? Ну, вопрос в том, зачем? Вот вопрос простой, За зачем? то, чтобы улучшить аэродинамические Что характеристики. улучшать, если оно уже есть? Ну не делайте двойной зуб. Ну, вторая логика вообще вот этого всего. Ну, не хотите, не делайте. То есть, я понимаю, если бы это было лучше, то можно было это применить. Но и это делать. лучше. У меня люди с первого раза, у них все получается. Вы просто опытные, скорее всего. Не у всех с первого раза получается. Ну, так надо просто поднять литературу простейшую, увидеть в разрезе, что есть каминный зуб, что есть домоотворник. Я вам еще раз говорю, я использовал свой опыт. Первые камины у меня все дымили. Хотя я Значит, делал... вы что-то неправильно делали. Значит, да, что-то... Ну, когда я стал делать двойной второй Вы зуб, у сделаете меня все обычный работало. зуб правильно, и все, только дымить не будет. Ну, правильно. Поймите, в чем была ваша ошибка, и примените это правильно. Зачем придумывать какой-то лишнюю какую-то проблему, там где надо просто сделать правильно то, что уже придумано давно. Зачем? Есть вообще финское барбекю. Там вообще стенок никаких нету. И все идеально работает. Понимаете, технология двойной зуб — это комплексный подход. Это и дымосборник, и сечение дымохода. Это все в комплексе подхода. Еще раз повторите, Конечно. за счет чего противодымный эффект у вас возникает в верхней части? Подними В какой верхней части? В какой верхней части? Проема портала. Ну почему не Ну дым? смотрите, второй зуб имеет наклон. Вообще физика этого. Дело не во втором зубе, там и с одним зубом. можно придумать. Идет заужение, повышается скорость, падает давление, отсюда подсос. И это противодымный эффект. Он написан уже в камине. Хорошо, вот смотрите. Вот эта часть, вот второй зуб, он создает дополнительный подсос воздуха. То есть за счет того, что он притягивает к себе дым. Он и с одним... А зачем? Завихрение надо поддавать. Завихрение — это зона турбулентности. Ну, а где? А ее здесь нет. Здесь ламинарный поток идет прямо в трубу. То есть без остановок все улетает в трубу. По трубе не опускается воздух, у вас получается вообще? В трубе идет одно направление. Вверх только. Нет, ну ты просто взгляд человека. А, Скажите, я бы так не делал.
Да, ну практически вот сюда. Бывает, ребята так закочегарят, что аж сюда залетает костюм. Вы просто вот сравниваете, когда вы приводите пример, вот эффект плавного сужения, это как бутылочное горлышко, правильно? Ну, если плавное сужение, оно же не обязательно тогда получается делать. Ну, смотрите, все это работает идеально, когда уже нет костра, когда начинают жарить шашлык. Вот когда нету подъемной мощной силы вот этой, да, энергии костра, а дым просто начинает. Вот этот зуб, он прям притягивает к себе дым, он прямо прилипает. Видео было, где дым прям прилипает, вы показывали несколько раз, а вы не можете сейчас показать вот всем? Ну, у меня на презентации нету этого ролика. Ну а тут мы можем зайти, тут Дятловы горы, Wi-Fi, там нету пароля, можно так сделать. Но мы сейчас просто затянемся. Вы можете пройти, ребята, на канал Пламя. Я понял. Вот у меня по каналу Пламя еще один такой небольшой вопрос. Вы выкладываете ролики по монтажу, чтобы там хирург, человек, эмигрирующий в США, строили ваши мангалы. Но вы пробовали хотя бы в одном из ваших роликов призывать их хотя бы соблюдать противопожарную безопасность? Вот я за этим сюда и приехал. И, честно говоря, был шокирован. Попал я думаю, мне очень сильно повезло, то, что я вчера приехал и увидел, как МЧСники показывают здесь, что происходит с сэндвичем. То есть на будущее будете всех призывать? Конечно, я УПС, все вы увидите на канале. Я все это буду. Ну, я буду тогда подписать. Простите, можно Проект еще. А я, кстати, выиграл проект, не скидка полагается. По учебникам, по простым учебникам, которые нет, образовательных я не учился. Да, я каменщик, проработал 30 лет каменщиком, и по возрасту мне уже тяжело блоки вот такие ложить. И стала востребованность у нас на Кавказе именно, чтобы все хотели, спрашивали, у меня дом построил, а построишь мне барбекю? Ну и тут это было 12 лет назад, очень часто меня спрашивать стали, камин хотим, мангал, то есть сейчас стало это очень модно. Я думаю, эта тенденция еще дальше продвинется. Я с одним, вот этот первый мангал, который вот я вам показывал, я с этим человеком договорился так, я ему честно признался, я говорю, я не печник, с этим дел не имел, давай, я хочу научиться, я буду использовать тебя как полигон, то есть я тебе за копейки, ну по цене кирпича, как вот дом я кладу, я тебе собираю барбекю, на тебе учусь, ты получишь мангал по дешевке, а я получу какой-то опыт и старт. Он согласился. Так, значит, потом следующий мангал. Я сделал классику. Вот первый зуб, все, рассчитал дымоход. Я сейчас не делаю дымоход меньше, чем 27 на 27 сантиметров. Вот, только даже если у меня 50 сантиметров портал, я делаю вот такое вот сечение. Меньше я не делаю. Вот. И я, знаете, сколько я вот поездил, посмотрел, были камины, которые еще до царя строили. Я, конечно, сразу туда подбегал и заглядывал там, если там технология какая-то. Там технологии нету, там никто этим не запаривался. Они просто рассчитали, что вот костер вот такой горит размерами, значит, вот примерно такой дымоход должен быть. Если вот такой костер, то значит и дымоход должен быть такой. И все, вот, и у них был еще прикол, значит, труба была смещена, и там некий подворот был сделан в сторону дымохода. Из топки подворот был сделан. Чуть-чуть там они кирпичи подтесывали, печники. К этим каминам по 300 лет. Можно, да? Можно я буду показать? Зубы, которые сидят на первом ряду. Может, я не прав. По мне, зуб – это то, что кусаешь. Ну, вообще, да, вот по определению. Первый выступ. И вот он, а где здесь выступ? Вот где вот в этой конструкции вы видите выступ. Вот выступ, а это мудота. Вот это зуб.
Вот это зуб, да, который кусает. Да. И его задача, то есть у нас идет и тут как раз у нас образуется дымосборник. Где здесь дымосборник? Покажите мне. Вот я слышу, вы говорите, дымосборник, Разрез второй зуб. дымосборника. Если с фасада вы посмотрите, с фасада также идут Сборник, подождите, это заужение. Дымосборник, да, вот за счет того, что вот здесь этот зуб, то есть у нас получается здесь завихрение, вот здесь как раз дым собирается, сборник. Вот он крутится, собирается. И потом сюда, и опять, значит, если у нас вдруг там низкое давление, что-то, получается обратная тяга, опять она ударяется в зуб, Правильно. в зуб, и не ползет сюда. У вас не второй зуб, вы убрали первый зуб, сделав аэродинамический канал. Правильно. То есть, по сути, вы его могли вот просто вот отсюда вот сюда вот прямо пустить. То есть, вот от этого искривления ни тепло, ни холодно. Так и сказали на первом ряду директор То Скорее. есть, вот оно вот так вот и будет как раз Так и сказали. нормальный мангал, нормальный уличный мангал, который, ну, собирается без зуба, да, нормально. Вот смысл вот в этом, с точки зрения аэродинамики, извините, я инженер-аэродинамик. Поэтому это мое первое образование, игра с института инвестиционного приборостроения. Я в шоке, да. Очень эстетически. Второй зуб, я не вижу первого зуба. Я смотрю, думаю, где же здесь зубья-то? Вот чем он кусает-то? Не вижу ни одного, то есть две наклонные плоскости, здорово. Ну вот смотрите, если вот так вот на зуб похоже, видите, беленький. Это не зуб. Второй зуб, если бы вот здесь бы отступил сюда, это был бы второй зуб. Вот, да, вот, и труба пошла вот здесь. Да, хорошо, да, я согласен. Поздравляю. То есть, да, вот здесь прямо, вот здесь второй, и туда пошел. Второй вопрос. Какое расстояние вот этого? Пускай нет, ну, обычно я беру, ну, даже, ну, обычно там, ну, 20. А это просто аэродинамическая труба, ну, да, для вытягивания. Вот вы совершенно правы. Я именно убрал вот эту зону турбулентности, которая создает первый зуб горизонтальной полочкой. Как вы Как думаете? все считают, что она сделана для того, чтобы на ней собиралась сажа. Нет, вот я вам сейчас только что рассказал, почему она сделана. Чтобы закручивалась, я вот эту зону убрал. Ну, это, Для понимаете, того, чтобы не закручивался там дым. А при обратной тяге. Хорошо. Да Саша, не существует обратной тяги. товарищи. Это камин. Вы какая знаете, разница? большая разница. То есть у вас, давайте так, ни разу, вы кроме барбекю печки собираете? Нет, я вот только барбекю сам. Вот поднимите руки, кто хоть раз сталкивался с ситуацией, когда вот просто печка, да, отопительная печь, Обратная тяга. и в какой-то момент из дверки просто бу-бу. все. Да я вам с самого начала сказал, есть две топочные системы. Одна закрытая, а это открытая. Еще и солнце, и небо. Вы это прям не Ну, знаете. И вот здесь другое немножко, Не надо, понимаете? не надо Мне спорить. больше комментировать надо нечего. Я могу Не только надо режиссировать. спорить. На прошлом совещании мы сказали, каждый человек имеет свое Я согласен, да. палаты. Для этого называется, есть термин новый, который привез вот немцы с Запада, вечная камасутра. То есть, как хочешь ты, так и пускай. Хочешь ты мир. Юрий Михайлович, все-таки давайте потактичнее. Это я Вы вот меня подкалываете, да, но я вам скажу, что люди собирают, вот без зуба у них дымит. С вот этим зубом они решают проблему, понимаете? Может быть, просто... Нет, мое мнение просто, почему ваша концепция работает по срокам, по одной простой причине. Благодаря вашему зубу, начинающие, они не могут сразу все это подвести трубе, тем самым они не больно формируют тот самый Я дымосбор. еще раз говорю, это Вот и тюнинг камина, понимаете? Это аэродинамический спойлер, если вот так можно назвать. Это аэродинамическая труба. Ну, может, с вот этим зубом они решают проблему, понимаете? Может быть, просто... Нет, мое мнение просто, почему ваша концепция работает по срокам, по одной простой причине. Благодаря вашему зубу, начинающие, они не могут сразу все это подвести трубе, тем самым они не больно формируют тот самый Я дымосбор. еще раз говорю, это Вот и всё. тюнинг
камина, понимаете? Это аэродинамический спойлер, если вот так можно назвать. Это аэродинамическая труба. Ну, можно и так назвать. Ну, система в целом хорошая, но бесполезная, потому что снять конвективное тепло, допустим, или кондуктивное с топочного пространства, в этом случае невозможно. Задняя стенка замурована напрочь. Я там обычно делаю конвективную рубашку и подключаю ее после дымосборника, дальше выпускаю, чтобы сохранить тепло, которое регулируется топкой, и чтобы его обратно сюда как в калорифере запустить. А еще я делаю колпаковые камины открытые, когда факел, да, идет в глухой колпак закрытый. Он бум, потом бам, и потом туда. Ну, со стопочным, разумеется. Таким образом, у меня у камина, допустим, у открытого, да, стенка 2 метра шириной и 2,5 метра высотой от пола до потолка имеет разгрев по температуре ну, 10, 15, ну, 20 градусов. Потому что конвективное тепло от топки и кондуктивное тепло, которое модулируется, В общем, смотрите, поясняю, что у меня просто барбекю для того, чтобы пожарить шашлык. Люди сталкиваются с тем, что когда костер пропадает, мангалы дымят. Вот с этим из-за этого я разработал вот эту вот, я поставил из железа вот эту штуку. Ребята, я 10 лет я мучаюсь с этим, вот я наконец, это все на практике. Это тысячи людей, которые используют эту технологию, это факт. То, что вы печники, понимаете, у вас печки, у вас заморочены вот эти дымоходы, я на это не учился. Я пришел, вот. И просто я хочу тоже заниматься печным ремеслом. Я учусь. В этом случае, если это барбекюшка, лучше сделать просто дымосборник, повесить обратный дефлектор. Саша, ничего не слышно? Там Маша Я дважды присутствовал при скандалах, что камин дымит. Ну, вот такой барбекю. Сегодня у меня онлайн-конференция с Симферополем. Буду читать доклад о моем фирменном двойном зубе. Ну и погнали. Идем до готового продукта двойной зуб. Главная задача двойного зуба – взять под свой контроль поведение огня и дыма и направить весь поток в дымоход. Какую роль играет двойной зуб и почему так называется? Двойной зуб состоит из двух частей. Нижний – это первый зуб. Он выполняет роль начального ускорителя восходящих газов. Первый зуб имеет наклон от 0 до 12 градусов в сторону портала и заканчивается на 5 сантиметров выше перекрытия портала. Он перекрывается одним рядом кирпичей, лежащих в горизонтальной плоскости. Используя методы классического образования и интернет-технологий, в помощь начинающим печникам был разработан онлайн-курс «Азбука печника» для самостоятельной сборки мангалов и каминов. Его вы можете скачать в электронной библиотеке МГТУ. Курс представляет собой теоретическую часть с активными ссылками на видеоуроки, размещенными на канале YouTube. Подано на научно-технический совет методическое пособие «Академия печника», где изложен весь процесс сборки мангала от проектирования в программе SketchUp, строительства и эксплуатации, исправления нарушений. Надеемся, что на нашем творческом семейном тандеме мы показали, как можно совместить интернет-технологии с классическим образованием. Благодарим вас за внимание и с удовольствием ответим на все интересующие вас вопросы. Скажите, пожалуйста, там двойной зуб, вы сказали, что наклон первого зуба от 0 до 10 градусов, второго 33 градуса. Скажите, пожалуйста, а каким образом были получены именно эти градусы? То есть, почему 33? Да, я отвечу на ваш вопрос. Да. Смотрите, это все было экспериментальным путем. Вот, доведено. То есть я на практике делал наклоны зуба, то есть наклонял его сильнее, там, меньше наклонял. Но вот это все было проверен, да, оптимальный вариант. Вот примерно вот такой
расчет наклона. Сейчас 12 градусов это оптимальный наклон зуба получается. То есть это практически было доведено. Скажите, пожалуйста, а вот в верхней части мангала просто выход наружу, а вы не думали какие-то устройства для усиления тяги ставить, типа колпаков? Это, смотрите, без всяких насосов работает система. Есть системы, да, дымосборники металлические, но у меня конструкция именно из кирпича выполняется. То есть это кирпичные мангалы и камины. То есть нужно как-то с эстетикой это комбинировать, да? Ну, из кирпича выкладывается, да, все красиво. Я понял. Сейчас я вам покажу. Ну, можно как-то... Вот, смотрите, видите на слайде, это вот проекты моих конструкций. То есть они вот все из кирпича выполнены. Ну, у тебя же есть еще разрезы железные мангалов. Ну, есть. Выкройки. Да. Ну, Спасибо, у меня нет больше вопросов. спасибо. Вот, слово очень приятное, то есть я к чему веду? А попытались, то есть вот использовать мангалы и сделать, ну сейчас идут элементы по выработке электричества, собственно говоря, от разности температур. И их устанавливают даже в вентиляционных каналах, получают какое-то электричество. Тут не хотелось что-то такое вот сделать. А это мы первый раз такое слышим, даже не знали. Посмотрите, пожалуйста, вот элементы петке и все остальное, то есть вот типа такого. Может быть их стоит туда, может быть это будет такая еще дополнительная фишка, как говорится. Может. Потому что там у вас, как вы сказали, полная ламинеризация идет потока, то есть после второго зуба, да? Это Да. Вот, то есть как раз, по сути говоря, это при ламинарном режиме, это, по сути говоря, мы получаем полностью пограничный слой чуть ли не на все. Почему не использовать такие вещи? А на самом деле, вот даже расчет того же периодического отопления, то есть температурных колебаний в помещении, все это достаточно важно. То есть мы сейчас даже без печного отопления переходим все равно на периодическое отопление. Эти люди говорили так, что я обманываю людей, ввожу их в заблуждение, что второй зуб не нужен, что это фигня, что этого зуба никогда не было, нет и не будет, что он там не нужен, что первого зуба хватает. Я уехал, понял, что надо продвигать эту тему дальше, что она равнодушного никого не оставляет. Запатентовал ее вот, на патентный поиск. Патентный поиск проводится среди самых ведущих патентных организаций мира. США, Италии, Германии, в Канаде и в Корее. Ну, почему-то в Корее тоже. Патентный поиск проходил полгода. 6 месяцев они молчали, искали аналоги. То есть, существуют ли запатентованные аналоги, ну или вообще какая-то информация. Тот, кто делал хоть раз в жизни патент, он знает, что патент просто так не дают, и что это очень дорого, и что это очень сложно получить патент на что-либо сейчас. Тем более все уже изобрели, что можно. Сразу скажу вам, что я патент на изобретение не получал, потому что камин был изобретен. Мой второй зуб запатентовали как полезную модель в камине. То есть я смог, ну, в общем, прошло полгода, они аналогов не обнаружили, никто нигде не упоминал именно об этой технологии. Да, Росин, были моменты, которые я видел, я не подсматривал ни у кого, ничего я не крал. Я увидел эту информацию в интернете. Я это все просто систематизировал, описал, доказал, что эта конструкция работает. Расчеты все предоставил в патентное бюро. Они все это проверили. Ну, мозги полоскали почти год мне с этим патентом. Я этим самым хотел лишь одного, добиться того, чтобы это изобретение, ну, пусть ладно, изобретение
принадлежало именно мне. Потому что я начал двигать эту технологию. Я его сам лично на стройке. У меня есть видео, как я там эти двойные зубы придумал. В течение недели я собрал всю эту информацию в голове, да, и в течение недели я на практике добился идеальной формы соотношения, да, наклонов, углов там, этого двойного зуба, этой конструкции. После этого я проверил этот двойной зуб на практике, поисправлял все камины, мангалы, которые я до этого делал с одним зубом. То есть я на первый зуб поставил железную вставку, такую вот наклонную. И теперь у них без всякой турбулентности, без завихрений, весь дымок уходит в трубу. Все четко, все работает. Ну, в общем, получил я патент, заплатил за это. Никто за патенты деньги не платит. То есть я с этого патента деньги не получаю. Те люди, которые собирают по проектам барбекю комплексы с двойным зубом, они тоже мне не платят деньги. Это, пожалуйста, тот, кто хочет, тот и собирает. Деньги я буду получать, если кто-то официально начнет это продвигать, мою технологию, официально будет, значит, продавать проекты, да, и официально рекламировать, что они собирают барбекю комплексы с двойным зубом. Вот за это я тогда буду получать, они мне будут платить какой-то процент. Ну, пока что еще до этого не дошло. Еще все это впереди. Так вот, друзья, после того, как я опубликовал информацию, что я запатентовал эту технологию, вот те же самые, ну, я хотел их сказать, да, назвать их нехорошим словом, нехорошие люди, они начали мне писать угрозы, начали, значит, обвинять меня, знаете в чем? Именно в том, что они этот зуб разработали, они всю жизнь с этим зубом работали, у них уже давным-давно уже этот зуб есть, а я у них его украл. Те же самые люди, которые кричали мне, что я лжец, обманщик и мошенник, что этот двойной зуб нахрен никому не нужен, что я обманываю людей, они же стали теперь говорить, что это их разработка. И причем не одного, а сразу 10 человек одновременно изобрели его, протестировали и пользуются им уже хрен знает когда. Так вот, друзья, для этого патентное бюро есть, чтобы не было таких вещей, а дают патент именно тому, кто и является разработчиком, и официально уже подтверждают то, что да, именно Борсук Олег Михайлович является разработчиком и собственником этой технологии реактивной тяги двойной зуб. Именно то, что сейчас есть в проектах. Не те рисунки, которые там находят эти хейтеры и пытаются мне объяснить, что я эти рисунки использовал и их украл, там что-то у кого-то подсмотрел. Нет, друзья, именно то, что я рассчитал, то, что я сделал эту конструкцию рабочей, проверено все, запротоколировано и получен на это патент. Сейчас я еще авторские права на свою разработку подготавливаю, на бренд, на двойной зуб, то есть собственность моего бренда. Так что я со всех сторон себя законом обеспечил. В конце ролика хочу пожелать всем здоровья, развития, развивайтесь, выбирайте свой путь, ищите. Здесь еще непочатый край открытий. Развивайтесь, используйте современные технологии. Сейчас мир стал настолько прекрасен, настолько многообразен, что это просто грех, да, сидеть и бездействовать. Творите, места всем хватает на земле. Каждый индивидуален, у каждого свой подход к работе, свой почерк. Я всегда с вами на связи. До новых встреч на моем канале Пламя. Всем здоровья, удачи, пока.